Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня хочу вам предложить поработать вот над таким квадратом. Схемы у меня нет, у меня есть просто картинка или фотографии, но судя по всему, я так понимаю, что это фотография с какого-то старинного журнала или книги. Ну, я так предполагаю, может быть и нет, может быть просто так сделана фотография. Но в любом случае квадрат мне очень понравился. И я по своему, так сказать, наитию, по своему пониманию, как это делается, сделала вот такой квадрат. Поэтому сейчас, кому интересно, давайте свяжем. Как вы понимаете, я думаю, собрать скатерть или же покрывало из таких квадратов будет просто шедевральная вещь. Начинаем мы с вами вязать 10-12 воздушных петель. Замыкаем в колечко. Вот так вот соединили. Соединительной петлей. Хвостик пропускаю вдоль. Я сделаю 2 воздушных петли. Накид. И в кольцо вяжу полустолбик. То есть первые мои 2 воздушных будут соответствовать первому. Это второй полустолбик с накидом. Это третий, 4 и 5. Возможно, там идут и столбики без накида. Но я свой образец сделала столбики, полустолбики с накидом. Теперь 1, 2, накид. Мы опускаемся в кольцо и опять вяжем 5 полустолбиков. Таких наборов по 5 полустолбиков у нас должно быть 5. И между ними мы вяжем по 2 воздушных петельки. Итак, связали мы с вами вот один набор, второй, третий, четвертый и 5. Последние 2 воздушных. Захожу как бы во вторую петельку подъема, и мы с вами вяжем соединительную петлю. Теперь 1, 2, 3. Столбик первый. Мы заходим во второй столбик, вяжем второй столбик с одним накидом, третий, четвертый и 5. Вот они 5 наших столбиков, но уже столбики с одним накидом. 1, 2, 3. Накид. Мы зашли с вами в следующую пятерку столбиков и тоже выполняем их 5 через 3 воздушных. Связала я 3 последних воздушных. Наборы по 5 столбиков есть. И зашла в третью петельку подъема. Вот так. Теперь 1, 2, накид. Теперь заходим во второй столбик. Я вяжу второй недовязанный, третий, четвертый и 5 недовязанный столбик с одним накидом. Соединила, закрепила. Теперь 1, 2, 3, 4. Опускаюсь в вершину и вяжу соединительную петельку. 1, 2, 3. 2 накида. И я захожу вот в третью или во вторую петельку. И в нее мы с вами вяжем 3 недовязанных столбика с 2 накидами. Второй и третий. Вот так соединили, закрепили. Теперь 1, 2, 3. 2 накида. И в эту же во вторую петлю еще 3 недовязанных столбика с 2 накидами. Второй и третий. И соединили, закрепили. 1, 2, 3. Накид. Вот наши 5 столбиков. Заходим в каждый из них и выполняем 5 недовязанных с одним накидом. Это у нас второй, третий, четвертый и 5. Соединили, закрепили
И над ним делаем своеобразное пико из 4 воздушных. Вот так продвигаемся по кругу. Итак, смотрите, мы с вами обошли последние 3 воздушных. Я захожу как бы в вершинку. И нам нужно зайти вот в это пико. Вот это колечко, которое мы с вами вязали над нашим столбиком с одной вершины. Я сделала соединительную. И сейчас 1, 2, 3. Посмотрю, не помню, здесь были все. Да, вязала все с одним накидом. А на схеме вроде как бы 2. То есть вы можете определиться, как вам удобно. Накид. Захожу в эту же серединку. Вяжу недовязанный и следующий недовязанный. То есть у меня на крючке 2 столбика, соединила, закрепила. Теперь 1, 2, 3, 4. Я вязала 5 воздушных. Накид. И опять в это колечко мы вяжем с вами 3 недовязанных с одним накидом. Можно с 2 попробовать. Соединила, закрепила. Вот так. Теперь 1, 2, 3. Вязала 5. Давай 4, 5. Накид. Вот. Мы теперь заходим там, где у нас с вами было 3 воздушных между 2. Во вторую петлю зашла и выполнила точно такой же набор. Первых 3 соединила, закрепила. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и следующую в эту же петлю. Следующий набор. И так мы с вами движемся по кругу и получаем вот так. Теперь у нас в колечко. Далее опять в арку, в колечко и движемся. Получаем вот такой вот ряд. Обошли мы с вами по кругу. Получили вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вот таких наборов. Но пока вязала, и я посмотрела, здесь я все-таки вязала по 2. Видите, вот даже они, это чуть-чуть побольше. А здесь у меня с одним накидом, здесь с 2. Поэтому будем продолжать вязать с одним, ну а вы уже выбираете самостоятельно. Я захожу в вершинку и вяжем соединительную петлю. Следующий ряд у нас идет обвязка столбиками. 3 воздушных — это первый столбик. Я как не считала, но не смогла просчитать, поэтому решила в каждую арку, коль у нас здесь с вами по 5 воздушных, будем вязать 5 столбиков с одним накидом. Вот под арку 4, вот он 5. Или же даже нет, давайте мы будем с вами вязать 4 и в каждую вершину тоже по столбику. Вот так, чтобы не сильно расходилось. Накид под арку 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый и вершину столбика. И так обвязываем с вами все по кругу. Смотрите сами, может быть, вы решите сделать и 5 столбиков. Обошла я по кругу и последний столбик соединяю с вершиной первого столбика. Теперь у нас с вами будет очень интересный такой момент, когда мы должны распределить наши стороны таким образом, чтобы получился квадрат. Давайте посмотрим. Вот наша последняя петля. Вот этот пролет, напротив него следующий пролет. Между этими пролетами у нас получается вот 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. И с этой стороны 1, 2, 3, 4, 5 наборов, да? То есть вот это у нас будут как бы стороны, части стороны. И вот это третий у нас посерединке тоже будет как бы сторона или углы. Ну, не знаю, как доступно я говорю или нет, но в принципе давайте будем распределять. Значит, у нас получается так, что
Вот эти два набора и эти два набора будут как бы составлять угол. А это вот эта часть будет сторона. И вот это тоже, кстати, сторона. 1, 2, 3, 4. 4 или 5. Я здесь сделала 5, но мне показалось, что многовато. Сделаем 4. 1, 2, 3. Хотя здесь даже не 4, а сделаем 5. Почему? Потому что первый столбик у нас будет, первый воздушный, это будет столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Но между четвертой и пятой я сделаю полустолбик. То есть я немножко приподнимусь над нашим мотивом. Если здесь у меня был столбик без накида, здесь у меня полустолбик. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вот пятый. Давайте между четвертым и пятым я сделаю столбик с одним накидом. Теперь 1, 2, 3, 4. Я сделаю 2 накида. Считаем 1, 2, 3, 4 между вот четвертым или пятым, или в пятый столбик. Он как раз у нас получается над вот вторым из этих двух. В него мы с вами вяжем столбик с двумя накидами первый. И 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида и второй столбик с двумя накидами. Теперь 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Между четвертым и пятым я сделала накид, и между ними мы с вами сделаем столбик с одним накидом. Угол у нас получается столбики с двумя накидами. Здесь у нас столбик с одним. Дальше 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Пятым вот здесь мы с вами сделаем полустолбик. И помним, что мы с вами вот начинали с этой точки, да, 1, 2, и вот наш третий. Значит, между третьим и четвертым у нас будет как бы центр нашей стороны квадрата. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вот сюда мы с вами вяжем столбик уже без накида. А далее 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Между четвертым и пятым полустолбик. То есть вы поняли, да, что мы сначала у нас с вами столбик без накида, полустолбик, столбик с одним накидом, затем 2 столбика с двумя накидами. Столбик без накида, полустолбик. Сейчас у нас будет столбик с одним накидом, через 4 или 5 воздушных накид. 1, 2, 3, 4. Вот здесь мы с вами столбик с одним накидом. И 1, 2, 3, 4, 2 накида. 1, 2, 3, 4. Сделаем в пятый столбик с двумя накидами. Первый. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Столбик второй. Вот, как вы видите, да, у нас получилась с вами первая сторона и 2 угла. Далее мы в таком же порядке продолжаем, у нас должен получиться третий и четвертый угол. Здесь мы с вами на середине стороны, значит, у нас половинка будет. Значит, вот в этой точке у нас будет с вами уголок. Далее вот напротив вот этого пролета у нас будет половинка. И вот здесь у нас с вами будет третий угол. Вы можете сами взять рисунок, просчитать. Ну, я просчитала это так. Итак, смотрите, я обошла. В некоторых местах, конечно, будет не 4, а 3. Может быть, больше. Просчитайте больше столбиков с одним накидом по кругу. Или же здесь вы можете немножко, ну, как я, схитрить. Да? Последние 4 воздушных я зашла в первую петельку подъема и связала соединительную. Следующий ряд я вяжу петельку. Это будет столбик. И 1, 2, 3, 4. Делаю накид
И вот здесь у нас был полустолбик, мы в него же вяжем полустолбик. Теперь 1, 2, 3, 4 накид и столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4 накид. Вот наши два угловых. В первый столбик с двумя накидами я вяжу столбик с одним накидом. Теперь 1, 2, 3, 2 накида. Здесь у нас с вами было 5 воздушных, поэтому я в третью петлю зашла. Столбик с двумя накидами первый. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Столбик с двумя накидами второй. То есть именно в центр, центральную петлю арки угловой. Далее 1, 2, 3 накид, столбик. Столбик именно вершину, вторую вершину столбика с двумя накидами. Далее мы с вами все повторяем и идем по кругу. Получаем второй ряд. Итак, смотрим. Мы с вами прошли второй ряд вот столбиками, фиксируя квадрат из круглого мотива. Да? Последние 4 воздушных в первую петельку соединительная петля. И у нас с вами остался последний ряд. Этот ряд у нас будет столбики с одним накидом. Все здесь все очень просто. 3 воздушных, накид. Здесь у нас с вами 4 столбика, 4 петли, 4 столбика. Вот 2, 3, 4 столбик, вершинку самого столбика. И опять подарку. Угловые столбики, у нас здесь 5 воздушных, значит мы здесь с вами вяжем 7 столбиков. И соединяться мы, конечно, уже, я думаю, лучше всего иглой, чтобы можно и через столбики, может быть, даже не через каждый, а через каких-то там 2-3 столбика можно пройти и по соединению. Итак, смотрите, я обвязала наш мотив, но вот здесь, очевидно, я увлеклась и сделала больше столбиков. То есть нужно понимать, чтобы мотив был ровненьким, да, вот как вот эта сторона или это. Количество столбиков вы должны просчитать, ну, я думаю, самостоятельно, согласно вашему натяжению и плотности вязаний. И вот, пожалуйста, если мы с вами соединим, посмотрите, какое прекрасное кружевное полотно получится. Даже покрывало будет замечательное. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч!